стадия. И опять то же самое, что было и здесь, по сути. О, всем здорово! Сегодня у нас разбор Интерстеллара. Легендарный день для этого канала, потому что к этому видосу я шел целый год. Еще год назад мы на стриме с ребятами пытались повторить этот звук. Я понял, в чем проблема. Да, насчет мурашек согласен, есть немножечко такое. Я настроюсь на, так сказать, оркестровую волну и добьем сейчас Интерстеллар в целом. Этот парень еще не представляет, что это затянется все на целый год. Но оказалось, что это нифига не просто. И было очень много времени на это потрачено, сил. Самое сложное там будет в переборе, короче, типа вот здесь вот в конце. Потому что нот для Интерстеллара полных нет, раскладки оркестровки. Пришлось все на слух снимать. Но я попытался подобраться максимально близко к этому звуку. И я хотел бы с вами поделиться этими находками, то, что я обнаружил. Для меня Интерстеллар еще в 2014 году произвел огромное впечатление. И именно саундтрек с фильмом создали такой симбиоз, такой мощь, что и слезки лились, да, там, и мурашки шли по коже, особенно когда основной трек врубался, там, этот орган, ты думаешь, вау, как мощно, и ты видишь эти космические пространства, и действительно, саундтрек может так четко передать атмосферу, так добить зрителя, что он запомнит этот саундтрек, этот фильм навсегда, и, блин, эта музыкальная составляющая для меня была очень интересна, и только вот спустя, получается, 7 лет я вот подобрался и смог повторить хоть как-то это звучание. Давайте разберемся, что это и как. Итак, нотки здесь следующие. Тут, по сути, играется следующие три аккорда. Фа маж 7, фа, ля, до, ми. Потом играется ми, соль, си. И потом ля, до, ми. Но так играть вообще неудобно, поэтому Ганс Зиммер решил максимально просто и круто. То есть он сделал так вот. Фа маж 7, но до убрал, и получается у нас следующее. Уже красиво. Потом он сыграл ми, соль, си, но ми пришел выше. Получается вот так. Первый аккорд, потом второй. Потом ля, до, ми. Потом назад идем. Риф максимально простой. Постоянно играем ноту ми. И вот эти два пальца просто передвигаем. И все получается. По сути, используя этот риф, мы можем уже приступить к написанию оркестровки. Значит, в оригинале там, по сути, как идет? Сначала пианино, потом нарастание струнных, потом вообще максимальное нарастание, потом орган вступает, ну и мясо в конце. Вот, но давайте разберемся, как более детально это сделать самому. Погнали. Итак, вот так выглядит проект. В принципе, здесь ничего многого прям и нет. Итак, мы начнем с пианино. Вот, по сути, у нас основное пианино. Давайте его врубим, просто соло послушаем. Так оно звучит. Ми, до, ми, до, ми, до. По сути, вот играется до, ми, так постоянно. В органе то же самое, кстати. Тут орган тоже есть. Он прям еле-еле на фоне, но он играет, по сути, то же самое. Тоже вот эти вот. Вот эти две нотки. Вот, смотрим дальше. Разгон, разгон, разгон. Потом здесь вступают эти вот странные аккорды. Но, по сути, все просто. По сути, тут идет следующая вот эта вот нотки ля. То есть, и все. Вот, потом вступают струнные уже. Тут уже пошел разнос потихонечку. Значит, в чем здесь основной принцип? Вот вы играете. То есть, по сути, тут обыгрывается вот это. Максимально просто. 3-4 нотки. Но как они здесь исполнены, это самое главное. Здесь, по сути, как видите, все нотки продолжаются друг до друга. То есть, они не вот так вот заканчиваются сразу. Это очень важно. Потому что если у вас будет вот так, вот, она заканчивается сразу. А тут нужно именно такое перетекающее звучание. В общем, вы это сделали. Чтобы это подчеркнуть, тут вступает бас, по сути. Вот этот вот инструмент. Вот. Значит, здесь, по сути, я использовал библиотеку басы. Это просто низкие басы струнные. Вот. Cinematic Strings. Вот, и все вместе оно очень хорошо подходит друг к другу. Потом вступают струнные, вот эти вот высокие. Они, по сути, обыгрывают то же самое.
То есть все ноты, запомните, в оркестровке самое главное, чтобы все ноты повторяли друг друга. По октавам там. Да, если ниже будет помощнее. Тут уже вступают аккорды. Как можете заметить, тоже все самое. Фа, соль, ля, соль, фа, соль, ля, соль, фа, соль, ля. То есть вот эти вот аккорды, они будут весь трек, абсолютно весь трек. То есть идея абсолютно никак не меняется. То, что сверху много нот, это по сути не самое главное. А обыгровка вот этого аккорда. Вы просто раскидываете нотки так, чтобы бас был снизу, например, да, вот этот вот. Потом эта нота фа повыше. Потом нотка до. Потом опять нота фа. Да, потом опять нота ля. Все. Но по сути это аккорд вот этот вот. Только без ми, потому что ми у нас будет все время в пианино играть. В общем, давайте рассмотрим, что у нас там дальше. Выглядит очень просто. Получается вот так вот. Фа мажор сначала. Соль мажор. Ля минор. Тупо все нотки выше идут. На одну. Потом опять соль мажор и опять фа мажор. Вот это вот повторяется из раза в раз. Единственное, что сверху что-то добавляется, чтобы повыше нотки звучали. Но это не так важно на самом деле. Давайте рассмотрим, что дальше идет. Орган. Орган это вообще жесть, потому что орган я не мог найти. Я прирыл, короче, по-моему, вообще на инструментов около 5 или 7 разных органов. В итоге я не смог подойти подходящий, и мне пришлось выкручиваться. Я, в общем, сделал с помощью Spitfire и Union Chapel орган. Значит, идея в том, чтобы он достаточно далеко звучал, то есть не вот так вот близко, именно максимально фар, то есть это прям максимально далеко, максимально долгой атакой, максимально атмосферно. И я выбрал именно такое сочетание. Значит, я взял именно 4-ю и 8-ю гармоники. Если взять другие, например, вот это, оно сильно ярко становится. Слышите? Так, например, очень гулко, и так прям на фоне. Так жестко сильно. Так вообще жесть. По обработкам Valhalla Vintage Verb и еще потом Valhalla Vintage Verb для того, чтобы сделать максимально атмосферным. И именно как будто атмосфера этой вот церкви, в которой записывали настоящий орган. Они повторяют аккорд просто, по сути. То есть вот эти вот нотки. Самое главное это простота, минимум нот, чтобы здесь держался один и тот же мотив. Опять потом то же самое. Но внизу, как можете заметить, это играет. Постоянно нота е. Просто е. Вот это постоянное е. Для чего это нужно? Оно добавляет ритмики на самом деле. То есть, давайте без этого. Просто идут аккорды. Красиво, конечно, но нету вот этого атмосферщины и именно космоса. На фоне еле-еле слышимо. И как раз таки вот этот духовой еще инструмент создает атмосферу космоса. В пианино, кстати, то же самое играется. Пианино повторяет аккорды, которые, по сути, в струнных. Но тоже нотку ей все время бьет. В общем, вот такое вот сочетание сработало. Все остальное лишь уже наслоение, на самом деле. Самое важное мы уже объяснили и показали, я думаю. Потому что здесь вот все на рифе держится в основном. Тут просто больше громкости становится, больше струнных. Добавляется еще такой вот хорн. Чисто одна нота. Как можете заметить, нота Е. Е самая главная нотка здесь, по сути, нота ми. И вот эти такие духовые еще. Тоже обыгрывают тот же самый аккорд. Тоже нота Е самая главная здесь, как можете заметить. В самом конце я покажу библиотеки, которые я использовал. Идет. Еще больше громкости нарастает. Ноты те же самые, ничего не меняется пока. Потом начинается развитие здесь. Здесь появляется дополнительная нотка в струнных, которая разделяет, что было до и после, по сути. Значит, здесь добавляется так вот. Вот это вот. Потому что без него так же, как и было в начале, по сути. Но с ней оно делает совершенно другую уже вещь. Басы, кстати, тоже 2 баса добавляется. Тупо октава вверх. То есть вот этот бас, который он нас сыграл, да, вот этот вот. Такой прям низастый. Те же самые нотки, но просто на октаву выше, для того, чтобы добавить жира. Они такие же... Нормально уже фигачит. То есть вместе со струнами уже бас прям такой громкий достаточно. Орган тоже самое играет. Пианино тоже самое. Все, ничего тут не меняется. Басун добавляется. Такой духовой. Он чисто для того, чтобы добавить серединки, ну и также яркости. Все остальное не меняется.
Также в этих духовых тоже добавляются вот эти вот нюансы по высоким. Добавляет жира и такого некого перегруза, по сути. В миксе его ни хрен услышишь на самом деле. То есть тут смысл в том, чтобы сделать единый кирпич такой. Единый космос такой. Ничего не меняется до конца, по сути, здесь. Вот если мы сейчас уберем, например, струнные, все пропадет. Космически, да, но бас какой-то неплотно звучит. Уберем, например, все духовые. Нету дополнения атмосферы. Добавляем. И как-то все заиграло сразу. Это вот прям супер все в деталях и мелочах. То же все самое. Фа, фа, фа. До. Ля-ля. И. Вот те же самые. Как видите, в струнах тоже нота Е очень важная. Она дополняет основной мотив-то. Тун-тун. Еще больше громкости нарастает. Тут вступает очень важный момент. Я когда разбирал, в самом конце Интерстеллара, там есть, в общем, очень мощный разнос. Вы можете соло послушать, иначе меня забанят за авторские. Вот. Там идет очень плотный низ баса. Я не мог понять, что это. В итоге это оказалось все достаточно просто. Это просто тот же самый орган, но очень низкий вот этот, видите, саб. В общем, это, я думал, струнные, я добавляю струнные, фигня получается, добавляю духовые, фигня. Потом понимаю, что надо что-то с органом, наверное, делать. В итоге я создал дубликат того же самого органа. Вот этого, по сути. Вот, здесь те же самые сочетания хора, но здесь еще добавил педаль. Педаль — это, в общем, самые низкие такие ножки и кнопки у органиста. То есть это самые низкие, такие, где ногами нажимаешь прям на клавиши. Не руками, а именно ногами, а не внизу. И они дают самый бас. Потому что без этого будет... не то. Но тут офигенный сап. Повторяет те же самые ноты, что и у баса. Дополняет низ. Без него слабо, не так мощно звучит. Значит, здесь потом приходит в такую следующую стадию. Здесь максимальный пик громкости. Потом очень тихо становится. Все это автоматизациями делается. То есть, допустим, вот у меня струны, да. Видите, они резко стали тише. Тут именно работа с самой модуляцией уже. То есть вот у меня струнные есть, да, Cinematic Strings в данном случае, арка. Вот здесь вот Modulation Fill есть. Он влияет, насколько будет громче трек, который вы воспроизводите. То есть, допустим, вот это вот. Если так вот сделать, то будет жесть. То есть все громче и громче. Если я так поведу... Тише, 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 тише. То есть именно не громкость становится тише, а именно смычком, как вы сильно воете. То есть на струнах. Здесь, собственно, то же самое происходит. Добавляется супер высокая нотка вот эта вот, которая говорит о том, что, о, сейчас либо что-то будет, либо заканчивается. Вот, но если оставить на одной и той же громкости, то это жесть, конечно. Это весь смысл пропадает. То есть все вместе тут именно создает это ощущение, что отдых такой. Спокойно потом стало. Тут разнос. Вступает орган. Финальная стадия. И опять то же самое, что было и здесь, по сути. Не знаю, мне очень нравится этот момент. Смысл в том, что здесь все то же самое, на самом деле, кроме органа. Значит, здесь очень важный момент. Орган создает все движение. Никакого туториала я не нашел ни на каком ютубе, ни на каких форумах, поэтому очень важная инфа. Значит, вот это орган второй. Я создал еще одну вторую версию органа. И я пытался самые разные миксы пробовать. В итоге собрал такую комбинацию. Значит, два хора 8-8-2, пикколо, свел низастый, и в гритах вот этот 8-8-2. Если это что-то убрать, не получается нифига. Поэтому очень внимательно здесь нужно. Очень много нот. Значит, здесь идея очень простая на самом деле. Он обыгрывает тот же самый аккорд, что и был до этого. 16-ми.
И тут именно движение такое нисходящее. Вниз, вверх, вниз, вверх. То есть не просто так вот одну ноту. Потому что это будет не то. То есть получается тут ля, до, ми. Ля минор, вот это все ля минор. Тут мне очень нравится, как звучит, очень красиво. А тут у нас ми минор. Опять ля минор, тот же самый, который был до этого. Соль мажор. Ля минор. Соль мажор. Ну или там, как пойдет. В общем, здесь добавляется еще вот этот орган. Тут опять можно бесконечно рассказывать. Вот этот аккорд, по сути, обыгрывает то, что было внизу. Это соль мажор, фа мажор, там, соль мажор опять, там, ля минор. Но идея в том, что он, весь этот орган, который у нас был до этого, он у нас, по сути, играл вот это вот. Помните, да? То есть тун-тун-тун-тун. Он никогда аккордами не играл. Весь трек нота Е билась, но здесь это уже не нужно. Здесь нужно именно аккордами, чтобы он играл. Вот это вот все. Тут он повторял. Потом я думал, что это уже не нужно. Орган-бас, по сути, повторяет ноты баса в органе. Без него будет фигня. Баса вообще нет. Все это бессмысленно, то, что в аккордах создает кашу. Но так, ты думаешь, ух. Прям сидишь в церкви, реально вот это вот. Короче, вот это все повторяется. На фоне играет также пианино, которая немножечко повторяет нотки, но она, по сути, не так важна. Тут самое все в органе. И все вместе. Кстати, у меня еще автоматизация на Саусаге Фатенер. Вот этот парень, у меня есть перемастер, где вот этот чувак помогает добить так же, как в оригинале. В оригинале там очень много перегруза под конец. И я все не знал, как его сделать. В итоге я сделал двумя путями. Я сделал немножко компрессию ТТ, Саусаги Фатенер и Virtual Mix Rack вот таким вот перегрузом. Очень он добавляет этого хруста на верхах, но он не перегружает сам канал, он делает лишь плотнее. И вот в самом конце, как видите в оригинале, тут вообще просто разнос. В чем дальше суть? Струны все то же самое играют, вот это вот. Автоматизация громкости, все больше и больше нарастания, достаточно быстрое. Бас тоже играет достаточно громко здесь. Басы повторяют это, по сути. Кайф. Потом хорны вот эти вот. Немножко так на фоне, но они важны очень. Вот это вот, короче, добавляют. Басуны. Вот это вот, слышите? Тоже очень важно это все. Ну и вуды. То есть высокие флейты, пикколо. Вот эти вот. Прям супер. Они дополняют орган на самом деле. Орган из этого звучит более плотнее. Как видите, тут тоже все самое, но очень мощно. Значит, по нотам здесь добавляется также экспрессия. Как видите, здесь вот все это так же и было, но здесь добавляется супер нотка. Вот эта вот нотка си. Си до. БД. Потому что без этого, смотрите, что будет. Ну, как всегда. Но здесь супер важно. Оно просто открывает новое дыхание. То есть под конец самые высокие ноты идут. И резкий спад по громкости автоматизации, чтобы сделать очень тихо. Давайте разберем, какие библиотеки были использованы. Тут их не сильно много, но все-таки очень важно сказать. Нуар, которая, по сути, играет основной пианино вот это. Орган, Union Chapel орган, по сути, Spitfire. Орган-бас то же самое, по сути. Стринг-бас у нас Cinematic Strings. Все основные струны низастые, высокие. Еще дополнительные басы тоже Cinematic Strings, чтобы дополнить низ. Потому что я обрабатывал их немножко по-другому, сейчас покажу как. Также здесь у меня Woodwind Solo, это контрабас, который низкие духовые дает. Брасы у меня это брас соло хорн первый. Symphony Essentials.
Еще один бассун, это еще Symphony Essentials, еще Woodwind, это еще Symphony Essentials, тоже Woodwind, по сути. Можно было, конечно, разделить инструменты друг перед другом, да, там, допустим, в струнах взять отдельно, там, скрипки высокие, отдельно, там, альты, и все это, там, виолончель. Но мне гораздо интереснее было повторить все это именно в сумме всех инструментов. Это немножко сложнее, но это интереснее, и так проще визуально выглядит. Что по автоматизациям? Очень важное начало здесь. Очень важно, кстати, в пианино, чтобы у вас были velocity очень важно отстроены и нормально, потому что если будет вот так вот у вас, да, ну это жесть, конечно. То есть у вас именно тихонько играет. Velocity максимально важно для пианино. Это самое-самое важное. Орган. В органе тут очень важно понимать, что здесь у меня автоматизация громкости идет, и это вот frequency. Видите, изначально оно было вот такое супер яркое. Ну, начало это невозможно вообще никак вписать. Поэтому оно еле-еле на фоне. Что это за автоматизация? Это автоматизация прокрючки третьей вот на эту штучку. То есть средств этих высоких. Как сведено пианино? Пианино просто добавлено немножко высокой серединки, 1,5 кГц. Все, больше никаких изменений нет. Орган я уже показал. Глис EQ убрал немножко высокие. И застурировал еще, кстати, орган, чтобы он звучал более плотно. Вот таким сатурным. Очень важно здесь бас, кстати. Я добавил саба эмбассадором. Мне очень не хватало саба. Там чуть немножко просвист был. Посмотрим еще раз. Ага. Так вот сделаем туда. Вот так. Значит, смотрите, потом у меня идет струнные, да. Струны у меня, по сути, вот это вот. Добавление середины там. Глис EQ это, по сути, очень мягкий эквализатор такой. Советую потестить. Очень долго я мучился с тем, как лучше сделать. В общем, как видите, вот такие струны были до, после. Гораздо стали ярче. Я очень много добавил высоких и немножко прибавил 120 Гц, потому что там гулкость очень сильная была. Вудвинды убрал немножко высоких, вот этих вот. Слишком они свистели, уже было неприятно. Горные. Просто добавил немножко высоких. Контрабасун я здесь убрал вот это вот свист, потому что было вот так. Как будто сверлят в дверь. Вот, это прибрал немножечко. Все, пока ничего особо не меняется. Потом добавляются басуны вот эти вот. Я тут здесь то же самое сделал. Вот эту дверь убрали. Дверь убрали. В общем, тут свист очень не нужен был. Все. Также везде автоматизация, как можете заметить. То есть горн потихоньку добавляет громкости. Басы, струны потихоньку добавляют громкости. Орган тоже по чуть-чуть. Вот, автоматизация громкости отдельно. Тут тоже очень важный, кстати, банд был у меня на органе, на основном. Слышите вот это вот? Тун-тун. В общем, если без этого, он добавляет этого очень много саба. И это очень было неприятно звучало. Я ищу нотку, как видите, вот здесь вот подписывается нота. Я ищу ноту Е3 максимально близкую. Вот, это в данном случае. То есть я могу сделать вот так, как видите, вообще нота пропадет. Могу выразить эту ноту. То есть не обязательно только автоматизации там громкость использовать. Можно, например, с помощью эквализации убрать ту ноту, которая вам не нужна. И тут Е было очень громкое, поэтому я немножко прибрал вот так. И в миксе она стала вписываться, потому что иначе было бы вот так. Так окей, но вот так сильно бьет по ушам. Мне это не понравилось, поэтому чуть потише сделал. Вот. Все остальное лишь уже вариации. Насчет второго органа. Немножечко убрал высокие, там застурировал. Все это понятно. Отдельно у меня реверб, Valhalla Vintage. Все по стандартной настройке. Главное, микс поменьше. И дикей с лоукатом поменьше. Самое главное здесь, по сути, премастер. На мастере у меня, по сути, ничего нет. Я пробовал использовать по фану с ребятами Sound Goodizer, The Glue, короче, там. Но в итоге софтклипер оставил, просто чтобы громкость не выше нуля прыгала. Что по мастеру? По сути, здесь у меня самое главное что? The Glue, который добавляет громкость. Он немножечко компрессит все основные инструменты, которые, когда, например, сильно много баса или еще что-то, он достаточно хорошо это делает. Little Mix Rack, немножко сатурация. Именно такой вариант мне показался самым нормальным. Без него там 3%, 4% теряется яркости, но я прям пытался прям до миллиметра все повторять, поэтому такой вот вариант мне подошел лучше всего. T-Rex Master EQ. Я добавлял еще год назад, я сейчас таким не пользуюсь, но по факту ничего такого здесь нет. Тут я добавил лишь, по сути, 2 дБ, вот это 11 кГц. То есть, если это убрать...
теряется плотность немножечко и не хватает тут какого-то низа плотного. Вот. Здесь в данном случае я добавил как раз-таки низа шелвингом и вот этим хаем, по сути, немножечко. Вот. Прокюшка третья. По сути, здесь добавил вот этого седины. Ее прям жестко не хватало. Без прокюшки не хватает яркости и плотности. Но яркость тут понятно, потому что высокие частоты вот эти вот. Прям вот эти все штучки. Эмстатор МБ. Сейчас бы я такого ни в коем случае не повесил бы, но в оригинале, на самом деле, в Интерстелларе есть перегруз. Я не знаю, Ганзимер по угару это сделал, или реально они не могли вписать все нормальные инструменты, но там слышно вот этот вот вот этот вот. На самом деле, если в глубине прослушаться, он есть. Я решил добавить его с эмстатуратором. Немножко бас-буст, немножечко эйра. Без него, в принципе, тоже можно. Если сейчас есть хорошие наушники или колонки, вы услышите, что бас стал играть чуть по-другому, чуть более приятно. В данном случае эмстатуратор здесь чисто для баса в основном. Саусаги Фаттенер, он врубается лишь только в самом конце, вот здесь, когда самый разнос начинается. Поэтому он особо не нужен. ОТТ тоже врубается только в самом конце. То есть ОТТ все время не работает, оно работает только в конце. Вот здесь вот. Зачем здесь ОТТ? Здесь было очень много громкости, и ОТТ, как ни странно, оно обычно в EDM-музыке используется. EDM, как бы, понятное дело, да, но классика, причем тут вообще ОТТ. Но на самом деле очень хорошо здесь сработало именно на мастере, с очень лайтовым миксом. Как видите, я врубаю только в самом конце. На самом деле здесь в оригинале там такой разнос, там все очень зажато звучит, прям, ну, прям синты как будто. Вот, поэтому здесь ОТТ сработало. Мсет, по сути, здесь сделал немножко сайда поменьше. Я пытался посмотреть, как люто, как в оригинале. В оригинале сайда, на самом деле, не так много, как я думал. Вот, поэтому я немножечко сделал весь микс чуть уже. Это не значит, что весь микс стал теперь вот так вот в лоб вам играет. Но, вот, например, если это убрать, вот так все в центре звучит. Вот так максимально по бокам. И в чем проблема? Когда сильно по бокам звучит, теряется основная мысль. Слишком разносятся инструменты и не сковано, и не соединено как-то это все вместе. Если сайт на месте, в принципе, окей, но самый лучший вариант, как мне показалось, это минус 0.8. Но это лично с моими инструментами, лично с моим свидосом. Так что не обязательно прям все повторять. Вот, все. Все остальное лишь уже там вариации. Значит, еще раз запомните основную идею. Берете основной риф, вот эту тему. И ее нужно развивать. Добавляйте там струнных условно. Потом басы добавляйте, все повторяйте аккорды. Пробуйте уже добавлять высокие нотки там. И все, из этого уже складывается хоть что-то. Но самое главное здесь именно живость. То есть автоматизация, не забывайте, автоматизация громкости. И чтобы более-менее живо звучало, добавляйте обязательно верха. Оркестровка часто звучит очень гулко. Вот, поэтому вот такие вот дела. На самом деле, про этот проект можно рассказывать еще очень долго, потому что здесь очень много разных мелочей. Повторение саундтреков, повторение треков вообще очень сильно тренирует ваше звучание, поэтому займитесь этим. А если вы не музыкант, и вам просто кайфанули от этого разбора, и вам стало интересно проникнуть в детали этого звука, буду рад, если подпишитесь на этот канал, поставите лайкос. Также делаю еще другие интересные рубрики, и в ближайшее время мы подготавливаем с моим другом, композитором, разбор на «Властелин колец». Если вам тоже это интересно, напишите об этом в комментариях. Также провожу обучение по созданию музыки, ссылочка внизу. Буду рад, если присоединитесь, там будет отдельный большой этап про киношку, про сведение и вообще много-много всего еще тоже, что касаемо современного продакшена. Благодарю, спасибо большое. Интерстеллар в моем сердце, я надеюсь, и вашему он тоже. Если вам интересны еще киношные разборы, мне лично они очень интересны, и разбор гармонии, там, или еще что-то, или просто кайфануть, поддержите этот видос лайком. Я буду понимать, что действительно киношка очень важна, и это интересно, а не только лишь битосы за 5 минут. Вот, развивайтесь, кайфуйте от музыки, чувствуйте ее как можно больше и как можно более тоньше. Развивайте свой слух, и тогда вы еще больше будете кайфовать от музыки. Спасибо большое, до скорого, всем пока.
Я надеюсь, этот ролик оказался полезным и интересным, так как в российском сегменте про кинозвук вообще почти никто не говорит, а если и говорят, то очень локально. Я надеюсь, после этого ролика вы заинтересуетесь киномузыкой и сможете написать что-то свое. Всем благ и удачи!